Привет, друзья! Вы на канале Обо всем Чия. Мой канал посвящен улиточкам ахатинам. Смотрите, какие малыши, как они быстро-быстро растут. Смотрите, на одну улиточку маленькую приклеились еще две. И она спокойненько их держит. Видите? Можно сказать, катает на пальчике. Очень сильные улитки. Смотрите, ребят. Она реально ползет. На одной улиточке держится еще два улитенка. Ой, они такие забавные, такие шустрые. Вот, сейчас чуть-чуть не упали. Придерживать надо. Очень аккуратно с ними нужно обращаться, чтобы они у вас не упали, а то при ударе о твердую поверхность улиточки могут разбить раковины. Вот такие вот милашки, 4 штучки. И как вы заметили, сейчас я хочу смотреть. 3 улиточки желтенькие раковины, а одна улиточка будет у нас коричневая раковина. И это все с одной кладки. Вот родились улиточки и иррадиации, и стандарт. Ребят, в этом видео хотела бы порезать тыкву. Вот. Покормить улиточек тыквой. Сейчас я разъединю аккуратненько. Вот такие вот малыши. Это уже взрослые улитки. Вы их не видели неоднократно. Хочу вам показать, насколько улитка уже добавила прирост. Помните, в предыдущих видео я показывала вам вот этот прирост. Представляете, насколько уже много она отрастила раковину себе. Вот. Это все ее новенький приростик такой большой. И я заметила, когда кормишь тыквой, вот такие вот получаются желтые полосочки на раковине. Вот. Хотя, знаете, батат они тоже с удовольствием поели. Он, кстати, там семечко ползает. Сейчас вам покажу с лимонкой. Вот, видите? Моя любимая лимонка. А семечко хочет, походу, спрятаться в мох. Лимонка растянулась. Вот. У меня очень красивая такая полная раковина. Она идеальная просто. Супер. Ну, как видите, пока я показывала вам лимонку, малыши вон кувыркаются, ползают. Вот. Сейчас я отодвину их немножко. Нет, давайте, ребят, я их все-таки в контейнер пересажу, потому что очень шустрые. И они просто могут, пока я буду резать тыковку, могут быстренько-быстренько уползти. И я их потом буду искать. Малыши, карандаши. Давайте этих тоже посадим. Это их террариум. Они здесь живут. Очень плодовитые. Очень вообще. То есть я грунт периодически рыхлю. И при рыхлении обнаруживаю всегда новую кладку. Вот. В конце видео покажу вам снова у них, представляете, снова кладка яиц. Еще та есть кладка, а они уже новую сделали кладку. Это прям вообще. Смотрите, ребят, вот покупаю вот такие вот тыквы в магазине.
Она маленькая тыковка такая. Вот. Мне ее хватает, знаете, чтобы большую не покупать, потому что, ну вот отрежешь кусок тыквы, я не знаю, как ее хранить. Вот, она у меня потом быстро портится, улитки не успевают съесть, знаете, огромную тыкву, поэтому мне приходится покупать вот такие вот маленькие. В этом году я тыкву не выращивала на огороде, вот, в этом году планирую, буду. В общем, думаю, вырастим мы и тыквы, и кабачки для улитосиков, вот. Но сейчас, пока у нас зима, мне приходится покупать вот такую вот, ну, небольшая совсем, но, знаете, такую, довольно-таки твердая. Вот. Сейчас я ее порежу. Ребят, классно, что вы мне пишете. Я, кстати, да, действительно, я не знала, что улитки едят грунт. Для меня это было что-то вообще новенькое. Я даже не знаю, шкурочку, наверное, тоже счищать не буду. Вот видите, какой звук. Тыква очень твердая. В основном мне всегда помогает муж с этим делом, потому что ее очень сложно разрезать. Но сегодня я решила справиться сама с этим всем. Да, и, кстати, это удивительно было, что улитенок сидел и ел грунт. Вот, ребят, это вообще. Вот видите, я прям не обламываюсь, просто вот режу, как колбасу. Вот. И, кстати, видите, она какой-то такой сорт, что семян нету. То есть семена все вот здесь вот будут находиться. Ну, мне нравится, и улиткам нравятся, они вот с удовольствием любят тыковку, кабачки, вот, всякие листочки, листья салатные, дуванчики. Вот на такие кусочки. Конечно, можно было бы заморочиться и там слайсами тоненькими такими нарезать, они прям обожают, когда им тоненько, о, видите, только говорю тоненько, у меня получился вот такой вот кусочек, очень такой солнечный, как сегодняшний день, кстати. Так, ну, думаю, наверное, достаточно будет. Вот, видите, и вот сколько я режу, а косточки, они все вот здесь. Ну, прикольно. Да, этот кусочек прям можно лимонки положу. Ребят, не забывайте про кальций. Кальций нужен для укрепления раковины, чтобы улиточка хорошо росла, была здоровой. Вот прям вот столько я хочу положить кальция. Они сейчас с удовольствием, может даже много. Столько достаточно. Они сейчас с удовольствием ее оприходуют эту тарелочку. Вот видите? Вот так вот просто можно покормить своих любимых улиточек. То есть порезать тыкву, посыпать все сверху кальция, поставить в свой контейнер, у кого террариум, в террариум. Вот так это выглядит. Вот посмотрите на лимонку. Вот. Она растянулась, вообще все свое тело вытянула. Ну, семечко тоже, как заметили, подросла и стала такая, знаете, толстенькая. Была совсем малышка, когда нам ее только подарили, а сейчас вон уже огромная. Да, ребят, сейчас хочу я порезать еще и покормить, собственно, малышей. Вот тарелочка. И взрослых улиточек. Они уже, думаю, почувствовали запах тыквы. Не знаю, ребят, ну такие вот кусочки, они толстоваты, конечно.
для маленьких улиточек. Ну, я не буду их резать тоньше, потому что я уже так вот порезала, чтобы мне руки не порезать. В общем, как есть. Оставлю сейчас еще. У них там большая бригада, поэтому им и тыквы побольше. Хотя много тыквы тоже, знаете, ложить нет смысла, они все равно не съедят сразу. Вот. А со временем еда в контейнере портится, потому что влажно, потому что надо опрыскивать. Ну, сами понимаете, у кого есть улитки. Улитки обожают, когда водичка, когда влажненько так. Вот, они это очень любят. Так, ну что, сейчас я добавлю кальций сюда. Тоже прям вот, как говорится, с ножа посыплю. Распределю. Ну, они сами уже, собственно, разберутся. Такие вот кусочки получились. Видите? Иногда я спрыскиваю водичкой сверху. Ну, не знаю даже. Спрыснуть, как думаете? Да, наверное, чуть-чуть спрыснула. Совсем буквально немножко. Я спрыснула водичкой и хочу сейчас все это поставить в террариум. Улиточки будут очень рады. Смотрите, тыква выпустила сок. Видите, капельки прям. Здорово, такая прям солнечная тыква, оранжевая. Ну, конечно, я знаю, есть сорта еще больше, прям рыжие-рыжие такие. Но это тоже неплохая. Чтобы вам видно было. Вот, посмотрите, что творится у них тут. Улитки уже маленькие, все грязненькие, как видите. Вот. Маленький улитенок уже весь в кокосовом субстрате. Улитки куда-то ползут, неведомо куда. Видимо, они чувствуют, что сегодня солнышко, и решили туда прям к солнцу, к свету тянутся. Вот сюда я хочу поставить им тарелочку с едой. Вот так вот можно покормить улиточек. Видите, мох уже не очень у меня свежий. И знаете, я заметила, что, ну, допустим, 2-3 дня, ну пусть даже 4 дня, и они же ведь ползают по контейнеру, по грунту, и потом на мох заползают, и мох становится вот такой. То есть они грунт разносят везде. Вот. Но это ни капельки меня не смущает. Он нормальный, чистый, полувлажный. Вот. Не планирую пока его менять. Конечно, внешне не очень красиво смотрится. Ну, как есть. Смотрите, улитки не хотят даже кушать. Они все прям... Хочу вот эту желтенькую развернуть. Вот видите, что получается. Дружочек. Ну, смотрите, вот если оставить контейнер вот так вот, улитенок выползет и даже неизвестно где окажется. Будете искать его везде и всюду. Вот. Опрыскиваю стенки сейчас. Вот, они обожают водичку. Даже пускай в тарелочке чуть-чуть будет водичка, ничего страшного. Они и попьют ее, и вместе с кальцием могут съесть. Вот. Видно было? Такие вот улитосики. Ребят, спасибо, что смотрите мой канал. Я прям очень рада, что у нас уже больше
500 человек, 500 подписчиков. Я очень рада, что вам нравятся мои видео. Я стараюсь как могу, я ухаживаю за своими улитками. Мне нравится наблюдать, просто, знаете, чисто вот сидеть и наблюдать за ними. Они очень интересные, любознательные. Особенно, когда их с пульверизатора водичкой спрыснуть, они прям начинают шевелиться своими рожками, выползать из своих раковин. Это очень интересное занятие. Вот. Ну, соответственно, мне нравится их кормить, мне нравится их купать в воде, они любят водичку. Вот. Мне очень нравится потом наблюдать, когда они наращивают свою раковину, и она ровненькая такая, красивая. Вот. Это прям доставляет такое удовольствие, потому что улиткам нравится, собственно, и мне нравится. Ребят, ставьте лайки, кому понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал. Ну, всем добра, хорошего настроения, еще увидимся, пока!